Дорогие друзья, подписчики моего канала, новые зрители, рад вас видеть на своем канале. В этом видео я хочу поговорить с вами о приточке. У каждого печника, у каждого мастера есть своя точка зрения, да, или свое мнение. Вот, все свое мнение уже выложили на экраны YouTube, да, теперь осталось за мной очередь. Друзья, приточные каналы, для чего они существуют, как их делают, сейчас я вам это все расскажу. Для начала покажу эти приточные каналы. Значит, вот у меня из угла камина идет приточный канал, вертикально вверх поднимается и разделяется на две стороны, на левую и на правую. Значит, смотрите на примере левого канала, как он выглядит. То есть идет канал сечением 15 на 15 сантиметров, проходит вдоль левой стенки, перекрывается одним рядом кирпичей. Видите, все здесь все тоже также будет закрыто, здесь также будет все перекрыто, то есть лишнего воздуха сюда не попадет. Ну, также вот с правой стороны. Теперь как они выглядят, выходы, да, выходы вот с левой и соответственно с правой стороны 3 сантиметра на 2 ряда высотой. Я так считаю, что этих отверстий будет достаточно. Сначала немножко теории, потом я на практике вам продемонстрирую, что происходит с давлением в помещении. Теория. Поток, который создается внутри очага, через трубу выкачивает воздух из помещения. Меняется давление воздуха в помещении и на улице. То есть в помещении происходит такое, что воздух сжимается, создается какой-то вакуум. На улице воздух более плотный. Что происходит в этот момент? Когда давление меняется, вы понимаете, да, законы физики, давление стремится выровняться. Если у вас помещение соединено с улицей только одним дымоходом, вот, то именно через этот дымоход и будет выравниваться давление воздуха. Реверсивный поток происходит. Через дымоход будет засасываться воздух, ну не то что прям засасываться, но стараться выровнять этот баланс. А дым постоянно идет вверх. И соответственно он встречается с этой воздушной пробкой, прессуется, накапливается и начинает выходить через портал. Потом в какой-то момент опять давление немножко выровнялось. Раз поток пошел, опять этот дым пошел в трубу. Потом опять выравнивается давление, опять дым начинает вываливаться из камина, ну или из мангала. Это называется как бы чихает, да, камин чихает или кашляет, то есть он периодически выхлопы делает. Но бывает такое, что вообще стабильно дым прет прямо в помещение. То есть я вам сейчас рассказал, что происходит с помещением. Теперь расскажу, что делает приточный канал. Приточный канал, он освобождает помещение от, ну не то что освобождает, да, а дает помещению дополнительный приток воздуха. То есть по теории вообще, как работает правильная работа мангала или камина, сколько воздуха вышло из помещения, да, столько и должно зайти. Если у вас нет возможности сделать приточный канал, открывать, значит, надо или окно, или форточку, или двери приоткрывать. Других вариантов не существует, ребята. Это просто бесполезно. Сейчас я вам продемонстрирую, как работает перепад давления на практике. Вы не удивляйтесь, но буду демонстрировать на примере бутылки с водой. Допустим, это помещение, ну или комната, где находится камин. Значит, это у нас дымоход. Это воздух, который находится в помещении. Сейчас мы посмотрим, как будет выходить воздух из помещения через дымоход без приточного канала. Вот так вот я стану. Вот вы видите, как бутылка сжимается. И, ну, вы видели, ребята, да, как вода выходила из бутылки, сжималась емкость, то есть давление менялось, понятно, что не было притока воздуха. Сейчас я тот же самый эксперимент сделаю, просто в дне проделаю отверстие и посмотрим, как же будет вытекать вода из бутылки. Данное отверстие будет являться как бы приточным каналом. Вот, посмотрите, отверстие примерно такое же, как выходное отверстие. И посмотрим, что теперь будет происходить
с бутылкой. То есть бутылка у нас олицетворяет, да, или служит примером помещения. То есть как будет действовать давление, если будет приточный канал, будет ли бутылка сжиматься. Если будет, то насколько и вообще как это будет выглядеть. Ну вот, ребята, вы посмотрели принцип приточного канала, да? Ребята, подведем итог сегодняшнего видеоурока. Значит, вы посмотрели на примере 1,5-литровой бутылки. Вот я ее уже выбросил. То есть вот наш экспериментальный образец. Значит, вы на примере бутылки увидели эффективность приточного канала. Вы знаете из теории, для чего служит приточный канал. То есть для того, чтобы не создавалась разница в давлении улицы и помещения. И на практике я вам продемонстрировал эффективность приточных каналов. Приточный канал существует для того, чтобы уравнивать давление помещения и воздуха. Сколько воздуха зашло, вернее, сколько вышло, столько и должно зайти в помещение. Тогда стабильность работы вашего камина или мангала будет гарантированно обеспечена. При учете, если ваша конструкция собрана идеально правильно. Немножко самореклама, да, ребята, если у вас вдруг дымит камин или мангал, пожалуйста, обращайтесь ко мне в WhatsApp или Viber или на электронную почту. Присылайте мне фото, видео, изображения. Я изучаю данные материалы, анализирую и даю вам рекомендации по исправлению вашей конструкции. Напоминаю, что услуга платная. Готовых очень много 3D проектов с порядовками и посчитанным количеством материалов. Друзья, еще раз большое спасибо за просмотр данного клипа. Если у вас есть свои какие-то пожелания, пожалуйста, пишите в комментарии. Ну, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, успехов в делах. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Я с вами прощаюсь. Всем удачи. Пока.